Год назад жизнь Джейка Харрисона раскололась на до и после. В автомобильной аварии в одной из самых туманных ночей осени пропала его жена Эмили. Машину нашли искореженной у обрыва, но тело женщины так и не обнаружили. Спасатели предположили, что сильное течение реки унесло ее. После 3 недель безрезультатных поисков Эмили официально признали погибшей. Джейк остался один с 7-летней дочерью Лили и бесконечным ощущением пустоты. Прошло 12 месяцев. Джейк научился держаться ради дочери. Они переехали в другой город, подальше от воспоминаний, от друзей, которые жалели, и мест, где все напоминало о ней. Он устроился работать удаленно, водил Лили в школу, готовил завтраки и по вечерам читал ей книги, как когда-то делала Эмили. В один из воскресных дней они решили позавтракать в уютном семейном кафе на окраине города. Лили сидела у окна, наблюдая за улицей, а Джейк просматривал меню. Вскоре к ним подошла официантка вежливая, сдержанная, с мягким голосом и легкой усталостью в глазах. Она записала заказ и ушла, не глядя прямо в лицо Джейку. Когда она ушла, Лили, едва оторвав взгляд от окна, негромко сказала: «Папа, эта официантка похожа на маму». Сначала Джейк не придал значения словам дочери. Таких совпадений бывало немало. Но когда он все же обернулся, его тело будто окатило холодом. Женщина у стойки, поправлявшая поднос, была невероятно похожа на Эмили, те же черты лица, та же линия плеч, тот же жест, которым она убирала прядь волос за ухо. Джейк замер. В груди стало тесно. Он не верил своим глазам. Это была она, только с чуть более короткими волосами, с немного уставшим взглядом, но живой, настоящий. Они смотрели друг на друга. Она тоже узнала его. Взгляд, который нельзя было подделать. Никакие случайности не могли объяснить этот момент. Джейк не знал, почему она исчезла, что произошло в ту ночь, почему она не вернулась. Но одно он понял точно: она была здесь. И все, что он считал окончательным, вдруг стало началом чего-то нового. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.